Привет зрителям моего канала. Тема дня – женская девственность. Анатомическая девственность означает неповрежденность девственной плевы или гимен, складка слизистой оболочки с отверстием, прикрывающее вход во влагалище между внутренними и наружными половыми органами. Гимены различают по толщине, форме и эластичности. Присутствие неповрежденного гимена часто рассматривают как физическое свидетельство девственности в узком смысле. Вы спросите, в первый раз должно быть больно и идет кровь? Считается, что первый секс для девушки обязательно должен быть чем-то болезненным и связанным с кровотечением. Но на самом деле не так. Девственная плева достаточно эластична. При бережном половом контакте она может сохранить свою первоначальную форму или же надорваться совсем незначительно. В норме при первом сексе выделяется небольшое количество крови или она отсутствует вовсе. А вот если крови много и кровотечение не прекращается достаточно долго, это повод обратиться к врачу. Это может говорить о нанесенном неосторожным партнером травме. Первый раз секс для девушки – это не только первое половое впечатление, но и зарождение женской чувственности. Если мужчина не проявил нежности, такта и понимания в первом половом акте, то у девушки на всю жизнь может появиться отвращение к половому акту и половая холодность. Какой бы нежный и ласковый мужчина не встретился ей в дальнейшем, он мало что может исправить. Иногда секс в первый раз затрудняется страхом девушки перед ожидаемой болью и сопровождается непроизвольным сокращением мышц влагалища, препятствующим половому члену. Если девушка расслабится, то все пройдет легче. Первый секс в первый раз иногда неприятен для девушки. При разрыве девственной плевы она испытывает боль, которая заслоняет ей все другие ощущения. При втором и третьем половом сношениях возможно появление приятных ощущений, при условии, что психика девушки не была травмирована мужской нетактичностью при первом разе. При первом же сексе девушка может получить удовлетворение главным образом от ласк мужчины. После разрыва девственной плевы коитус рекомендуется прервать и до заживления не возобновлять сексуальных контактов. В норме через 3-5 дней после лишения девственности при первом разе края девственной плевы и оставшиеся гименальные сосочки заживают, и повторные половые акты проходят безболезненно. В начале половой жизни и при первом разе лучше предохраняться презервативом от инфекции, даже если вы уверены в мужчине. Презерватив является достаточно надежным средством предохранения и от нежелательной беременности. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на мой канал.